Тутберидзе не хотят видеть в США. Но Этери готова пойти на риск ради дочери. В мире фигурного катания снова неспокойно. Очередной скандал разгорелся за рубежом из-за приезда Этери Тутберидзе в США. Российская наставница отправится в Бостон, чтобы помочь своей дочери Диане Дэвис и ее партнеру Глебу Смолкину успешно войти в новый соревновательный сезон и подготовить программу с известным французским хореографом Бенуа Ришо. Однако не всех эта новость привела в восторг. Иностранные болельщики в ярости. Они считают, что тренеру Хрустального нечего делать на американской земле. И дело не только в антироссийских санкциях. По мнению иностранцев, Этери Георгиевна запятнала свое имя допинг-скандалом с Камилой Валиевой. Очевидно, приезд Тутберидзе в США рискует обернуться грандиозным скандалом. Российскую наставницу жестко критикуют за преступления, которых она не совершала, но вместе с тем опасаются совершенно не этого. Складывается ощущение, что за рубежом волнуются также из-за возможного перехода Этери Георгиевны в Американскую Федерацию. Российские танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин отлично проявили себя в олимпийском сезоне. Фигуристы успешно дебютировали по взрослым и на чемпионате России в Санкт-Петербурге показали второй результат, зарезервировав за собой место в основе сборной. На первенстве Европы они заняли 7-е место, а в Пекине финишировали 14-ми. Дерзкие спортсмены не стали ждать традиционной очереди в танцах и заявили о себе как о потенциальных претендентах на медали в этой дисциплине. Для этого им лишь нужно прогрессировать, что и намерены делать Диана с Глебом. Визит российского тренера в Штаты – опасная авантюра. Мало того, что Тутберидзе не подпустит ко льду, так ей еще может грозить арест. Этери Тутберидзе запускается в настоящую авантюру, чтобы увидеться со своей дочерью Дианой Дэвис. В США, где тренируется Диана со своим партнером Глебом Смолкиным, Этери отнюдь не рады. Виртуальная угроза в соцсетях переплетается с вполне реальной, которая исходит от закона Родченкова. Да и на каток к дочке российского тренера пускать не хотят. Поработать с известным хореографом Бенуа Ришо, который ставит программы Диане и Глебу для нового сезона, у нее не выйдет. Но все это мелочи, когда материнское сердце стремится к своему ребенку. Этери ничего не боится и отважно отправляется за океан к главному человеку в своей жизни. Тутберидзе опасно лететь в США, но она ничего не боится. В американских соцсетях развернулась невероятная агрессия в сторону Этери Тутберидзе. Люди оставляют злобные комментарии, а некоторые даже не стесняются писать ей угрозы. При этом в прошлые годы она спокойно приезжала в Америку к дочери, и никто ее оттуда не гнал. Но теперь все изменилось. Впускать на свою землю Тутберидзе американцы не хотят. А все из-за того, что за океаном ее до сих пор считают замешанной в истории с допингом Камилы Валиевой. Доказательств ее причастности к произошедшему нет, но похоже, что это там и не важно. Презумпция невиновности. Не тот случай. Западное общество вынесло ей приговор без всяких разбирательств. Просто потому, что появился повод напасть на самого успешного тренера-фигуристок в мире и очернить ее достижения. А самое страшное, что в США Тутберидзе могут еще и арестовать по закону Родченкова. Согласно ему, американские власти имеют право расследовать любое дело, в котором замешан допинг, если это произошло на турнире, к которому каким-либо образом были причастны США, и очень строго наказывать виновных. Предъявлять миллионные штрафы, конфисковывать имущество и отправлять за решетку на срок до 10 лет. Этот закон направлен на тех, кто подтолкнул атлета использовать допинг. Естественно, что все ближайшее окружение спортсмена автоматически попадает в круг подозреваемых. Тренеры в том числе. А значит, в случае с Камилой Тутберидзе, одна из тех, против кого может начаться расследование. Вот только узнать о его старте не представляется возможным. Предупреждение обвиняемых не входит в обязательные элементы такого расследования. Зато срок давности допинг-истории для применения закона Родченкова – 10 лет. То есть Тутберидзе через пару лет будет небезопасно находиться в США.
Да и в части Европы ее могут выдать по экстрадиции. А сейчас она особенно рискует. Слишком свеж пекинский скандал, из-за которого американские фигуристы не получили серебряные медали в командном турнире. Ей нельзя будет находиться на льду и стоять у бортика. Однако Этери ничего не боится. Диана – самый главный человек в ее жизни, и ради нее она готова рискнуть отправиться туда, где ее присутствие совсем не приветствуют. Это касается уже не только США в целом, но и в частности катка в Норвуде, где и тренируется ее дочка с партнером. Управляющая катка Ребекка Стэмп забеспокоилась, что Тутберидзе придет посмотреть на Диану с Глебом, и напомнила о правилах поведения для родителей в их клубе. Выйти на лед или хотя бы постоять у бортика Тутберидзе не разрешат. Никакого значения то, что она является тренером, не имеет. Позиция клуба очень жесткая. Поэтому, скорее всего, поучаствовать вместе с Бенуа Ришо в постановке новых программ Диане и Глеба у нее не получится. Мне сообщили, что Этери Тутберидзе может посетить наш клуб на следующей неделе. Ее дочь, Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду, приедет работать над новой постановкой с хореографом Бенуа Ришо. Этери может приехать, чтобы посмотреть на дочь. Мы ожидаем, что Этери как родитель будет соблюдать правила нашего клуба. Вы все знакомы с политикой касательно отношения родителей на катке. Ей нельзя будет находиться на льду и стоять у бортика, говорится в электронном сообщении от функционера, опубликованном на сайте Reddit. Такое нежелание идти навстречу знаменитому во всем мире специалисту очень досадно. Этери всегда с огромным удовольствием помогала Диане на тренировках, давала советы, как сделать то или иное движение лучше. Она же сама в прошлом выступала в танцах на льду и отлично понимает, как улучшить любую постановку. А к дочке на тренировке относится максимально строго и не дает ей никаких поблажек. Но делает все это во благо. Знает, что таким образом Диана однажды сможет взойти на вершину. Тутберидзе готова на все ради дочери. Этери предстоит вынести множество лишений и подвергнуть себя риску, чтобы наконец-то повидаться с дочкой. Но ни угрозы, ни возможные обвинения властей США ее не пугают. Тутберидзе и так слишком редко видится с Дианой. Дочь уехала тренироваться в США, когда ей было всего 16 лет. С тех пор Этери при любой возможности летит навестить Диану и очень счастлива, когда удается встретиться с ней на соревнованиях. Пока же подопечная самой Тутберидзе на заслуженных каникулах, она непременно использует это время, чтобы побыть вместе с дочкой. И пусть в этот раз Этери опасно лететь в США, она не может поступить иначе. Нет ничего дороже собственного ребенка. И если ради него нужно рискнуть, значит, так тому и быть.